Всем привет! 20 сентября 2021 год. Вот сегодня наконец-то с братухой закончили свой очередной проект с подготовки к посадке чеснока. Сделали дозатор удобрений на каждый рядок, в общем на 3 рядка сделали. Вот. Ну и собственно о нем сейчас я и попытаюсь рассказать. Пару фотографий я в видео вставлю о том, как происходил этот процесс. Полностью я не снимал, потому что процесс был долгий, настройки сложные, соосность из шестеренок и все дела. В общем, так, все было не совсем просто. В общем, как я выжил из ситуации. Думал я, гадал, как сделать сами дозаторы. Решил, не буду вставать, как говорят, лукаво. И взял обычные высевные механизмы. Вот вы можете их посмотреть. Вот они. Раз, два, три. Из СЗшки. Севалка зерновая. Их сейчас полно где-то везде. На металлоломах я, собственно, не нашел. Вот. Ну, у фермеров поспрашивал. Отрезали мне кусок. Вот. Прямо с валом. Вот. Вот сам привод, который забирает. Конечно, все было закоксовано. Пришлось 2 дня помучиться, перечистить, перемазать. Все это дело. Ну и дальше что? Дальше выварил рамку, вымерял по высоте, по цепь. Вот, поставил 2-1, вот, второй подшипники. Вот, закрепил. Тут, где у нас страховка идет, тут идет такая лопатка пластмассовая. Вот, приварил вот рычаг, подпружинил, чтобы это зажимало. Вот, по 25 гривен в магазине купил вот эти вот короба, так называемые. Вот, пришлось немножко их тут переделать. Ну вот, как видите, вот один по центру тут в изначальном виде. Тут пришлось немножко перепаивать, потому что в сошники упирался. Ну и этот тоже пришлось немножко перепаивать. Вот, по шестерням особо не мудрил, какие были, такие поставил. Вот, тут не имеет, собственно, абсолютно никакого значения. Почему? Потому что подача регулируется вот этим, они соваются вот так вправо-влево. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут есть болт, вот он. Вот эти болты, ну, нужно просто провернуть. Эти болты отпускаются и выставляется сам зазор, сам захват вот этой шестерни, которая заборная. Ну, я поставил сантиметр и как раз угадал, чтобы у меня сыпало 150 килограмм на гектар. Это я с какой целью? Буду я сыпать в рядок яромилу при посадке. И хочу яромилы хочу 70, 20, 28 сыпать 80 килограмм. И добавить 70 килограмм гранулированного сульфата магния. Вот, кстати, не знаю, если есть химики или агрономы в подписчиках у меня, скажите, можно ли магний, сульфат магния, который есть магний и сера, сыпать в рядок, не будет ли ожогов. На это я еще промониторю, если что, я потом уберу подачу до 80 килограмм на гектар. Вот, тут сделал просто, ничего особо не мудрил. Трубка с пылесоса алюминиевая, разрезанная вот так под углом на заклепку. Здесь 40-я труба на хомуты. И, собственно, вот это и все. Все работает очень мягко. Запитал я с другой стороны. Ну, у меня, получается, запитка идет с левой стороны до приводов самих ложечек. Вот. Тут решил, чтобы то колесо больше не тормозить. Вот. Решил делать на это колесо. Ну и, собственно, вот что получается. Вот только что подняли на пеньки, настраивали. Ну вот, как видите. Вот так она примерно сыпет. Ну, тут немножко разлетается, но вот такая получается конструкция. Все очень легко.
Все просто. И поставил с канистры. Вырезал вот такой бак. Под цвет сажалки получилось. Где-то килограмм на 25. Чего, соответственно, у меня должно хватить на где-то на 15 сотых, грубо говоря. Ну вот сейчас покручу. Может быть, увидим сами высевные тут. Долго оно будет выбирать. Ну, в общем, я думаю, принцип всем понятен. Все довольно просто. Но, скажем так, 2 дня на это дело все ушло. Даже 3, если с учетом того, что перечищал высевные. Вот, по деньгам цена вопроса небольшая. Пружины подобрал вот такие. Вот, одну сюда на натяжной ролик, здесь подшипник. И одна сюда на прижимную вот эту лапку. Вот, собственно, и все. У кого какие вопросы, спрашивайте. У кого есть ответ на мой вопрос по поводу сульфата магния, пишите, пожалуйста. Все, всем удачи, до новых встреч.